Привет, друзья! Разработчики Lilith, выйдя с китайского Нового года, собираются порадовать нас многими интересными нововведениями в нашей любимой игре Art of Conquest. Одним из них обещает стать введение новых юнитов, так называемых пэтов или питомцев в игре. Они уже появились на тестовых серверах. Появились, как обычно, абсолютно неожиданно. В официальной группе на Facebook объявление про это нововведение только планируется. Может быть, когда вы смотрите это видео, оно уже поступило. И да, так как это тестовый сервер, ни описания, ни перевода, естественно, нет и в помине. Пришлось сделать самому. Часть текста, как вы увидите чуть позже, вообще существует даже не в виде иероглифов, а просто в виде кракозябр. Пока это тестовый запуск. Но уже можно посмотреть, что к чему, и примерно получить представление об этих милых зверюшках. Ну что же, присаживайтесь поудобнее и начинаем. Когда загружал игру, то уже представлял, что сейчас зайду в ивент-центр, прочитаю про будущее обновление. Ага, наивный. Пусто. Вот взгляните. Нет ни в достижениях ачивков, ни в драконах. Почему-то сразу подумал, что питомцы будут именно там, не где-то еще. Я думаю, что когда будет официальный настоящий патч на основных серверах, этот момент хоть как-нибудь обыграют. Но пока приходится догадываться. Или смотреть 3D Квита, который вам все объяснит. A special for you. Итак, питомцы. Открываем полоску способностей внизу экрана, и вот они. Spirit Beast. Spirit Beast – духи зверей или звери. Я думаю, что в официальном патче уже будет нормальный перевод. По крайней мере, очень на это надеюсь. Заходим. Появляется наша знакомая героиня, принцесса Елена, и вводит нас в курс дела. Вообще, если вы смотрели мое видео про Авалона, вот ссылка. Я там начал рассказ об истории игры, настоящей истории. И упоминал, что в то время как сам принц Авалон был более склонен к военным историям и, соответственно, повзрослев, повел войска в бой, его младшая сестренка Елена была более склонна к наукам и истории. И внимательные игроки наверняка заметили, что именно Елена и рассказывает нам обо всех значимых нововведениях игры. Итак, Елена рассказывает нам о том, что легенды гласят, что в стародавние времена у великих элементалистов Норландии были свои духи-хранители, которые жили и умирали вместе с хозяевами, полные безграничной преданности. Из-за многолетних войн драгоценные воспоминания о магии и дружбе сохранились лишь в легендах. Теперь эти духи-хранители, духи зверей, снова вернулись в нору. Заходи скорее и встреться со своей судьбой. Здесь мне почему-то в такие моменты вспоминается It's your destiny! Кстати, помните, откуда это? It's your destiny. Напишите в комментариях, самые интересные ответы я опубликую в одном из следующих видео. Открывается экран с выбором сундуков. Вам еще это предстоит открыть. Это обычный загрузочный экран, где мы открываем все сундуки, покупаем товары в лавке, проверяем подписку и так далее. Нам дается одна бесплатная попытка. Чтобы хоть как-то ограничить самых злобных донатов, введено ограничение в 200 открытий. Заранее скажу, что один сундук стоит 10 специальных монеток, которые в свою очередь стоят 300 линарий. 200 умножить на 300 получаем 60 тысяч линарий в день. Да. И вуаля! 2 набора с усилениями, по 1000 и 5000 экспы и наш первый питомец. Симпатичная милая зверюшка. Это самый первый из питомцев и самый слабый из них. Про градацию питомцев поговорим чуть позже, а пока читаем сообщение от принцессы Хелен и получаем нашего будущего друга. Это же облачный лис! У него не только пушистый хвост и тело всех цветов радуги, но и необычные боевые навыки. Сейчас расскажу поподробнее. Пока экран закрывается, и мы можем за линарий докупить наборы. Повторю, что один набор из 10 монеток стоит 300 линарий. На самом деле крайне рекомендую сейчас, ну или когда будет патч, слить ваши линари на питомцев. Это опыт, за который мы можем усиливать ваших пэтов и части пэтов. Вот взгляните. Мы получили карты опыта на 50 тысяч экспы, 1000 экспы, здесь чистый рендом, и часть питомца. Про части поговорим позже, а пока продолжим. Если прокрутить сундуки вправо, увидим, что это обычный экран с сундуками. Как видите, на тестовый я захожу достаточно редко, и у меня скопились 3 бесплатных сундука.
Пока заберу их, а мы продолжаем. Описание духовных зверей. Есть шанс получить облачного лиса, штормового лиса или призрачного лиса из каждого сундука. Сундуки также могут содержать руны духовных зверей, экспириенс и специальные камни Spirit Stones для облачного, штормового и призрачного лисов. Если у вас уже есть духовный зверь, то после того, как он будет получен, духовный зверь автоматически превратится в 10 духовных камней. Здесь поясню. Если вам посчастливится и выпадет целый питомец, то он будет конвертирован в 10 камней, которые можно будет потратить на его усиление, как с артефактом, к примеру. Получили артефакт, который у вас уже есть, он будет конвертирован в камни. Так и здесь. Если посмотреть награды, то можно увидеть цифры с шансами выпадения того или иного зверя-питомца. Как видите, чем выше грейд, тем ниже шанс. Все как обычно. Руны, как следует из списка, падают почти гарантированно, приблизительно 92%. Вполне возможно, что запчасти или камни душ питомцев будут доступны и в лавке, пока здесь обычные наборы. Я слил оставшиеся линари на этих зверей. 10 монеток равно 300 линарий. Обратите внимание, выпала запчасть или камень души второго питомца, грозового лиса. Цвет карты рыжий, а цвет самого последнего питомца, призрачного лиса, малиновый, высшего грейда. К этому мы еще вернемся. И экспа, она нам тоже сейчас пригодится. Как только выходим из лавки, тут же снова запускается обучающий ролик. Принцесса Хелен рассказывает нам чуть больше об этих созданиях. Облачный лис – это дух зверя. Он обладает определенными способностями – силой, магией, ловкостью и верой, которые создают ауру, окутывающую поле боя и дающую бонусы нашим подразделениям в бою. Более того, облачный лис обладает уникальным активным навыком – земли маны, который можно использовать в бою. Просто установите развертывание облачного лиса в качестве духовного зверя в настройках, и он будет сражаться вместе с вами. Он также может сопровождать вас на карте мира. Просто проверьте страницу настроек. И у нас появляется окно с настройками и подсвечивается кнопка «Разместить». Нажимаем. Снова появляется принцесса Елена и завершает свой монолог. Облачный лис станет вашим верным напарником на пути к приключениям. Все, на этом обучение завершено, и принцесса отправляется по своим принцесским делам. А нам предстоит разбираться, что за зверя такого нам только что подсунули, сучили. Ну что же, давайте приступим. Духовные звери. Окно настроек. Мы находимся в главном окне духовных зверей. Его можно вызвать, нажав на значок экрана внизу. Как видно, всего, по крайней мере пока, присутствует 3 различных зверя. Нам выдали самого первого, облачного лиса. Штормовой и призрачный пока заблокированы и недоступны. Давайте сначала пробежимся по правилам о системе духовных зверей. Первое. Духи зверя – это особые боевые единицы. Во время боя они обеспечивают все дружественные юниты, кроме зданий, аурой, которая усиливает атрибуты и обладает мощными активными способностями. Они не занимают места для развертывания в бою. Второе. Духи зверя не могут быть выбраны для развертывания во время боя. Они должны быть выбраны заранее в настройках. Командиры могут установить максимум 3 духовных зверя для развертывания. Сразу поясню, пока у нас имеется лишь одна зверюга, но если получим больше, сможем и разместить больше, до 3 зверей. Третье. 4 атрибута духовных зверей. Сила, магия, ловкость и вера дают различные атрибуты бонусов дружественным юнитам. Атрибуты и бонусы следующие. 1 очко силы, соответственно, 0,8% физурона, 0,5% критического урона и 0,3% скорости атаки, плюс 0,4% точности. 1 очко магии соответствует 0,8% маг урона, 0,5% крит урона, 0,4% критической скорости попадания и 0,4% точности. 1 очко ловкости соответствует 0,55% физической защиты, 0,25% уклонения, 0,25% сопротивления критическому удару и 0,25% сопротивления критическому урону.
1 очко веры соответствует 0,55% магической защиты, 0,25% здоровья, 0,25% сопротивления критическому хит-урону и 0,25% устойчивости к критическим повреждениям. Замечу от себя впечатляющее усиление. Механика игры снова будет перевернута с ног на голову. 4. Духовные звери имеют 3 уровня редкости – мифический, легендарный и фольклорный. Чем выше редкость духовного зверя, тем выше его рейтинги атрибутов. Атрибуты духовных зверей делятся на рейтинги S, A, B, C и D, от самого высокого до самого низкого. Рейтинги атрибутов также влияют на базовые атрибуты духовных зверей и их рост. 5. Духовные звери могут увеличивать свою боевую мощь, повышая уровень или повышая свой звездный рейтинг. Повышение требует рун экспириенса, в то время как обновление требует духовных камней, настроенных на стихию духа зверя. Если для обновления недостаточно настроенных камней духа, камни духа можно обменять в соотношении 1 к 1. При повышении уровня атрибуты духовных зверей увеличиваются в соответствии с их рейтингом атрибутов. При апгрейде атрибуты духовных зверей значительно увеличиваются в соответствии с их рейтингом атрибутов. Их активные способности также повышаются. 7. Духовные звери могут быть созданы с помощью настроенных духовных камней. С 10 настроенными духовными камнями, необходимыми для крафта, духи камней, камни духов и руны экспириенса можно получить из сундуков духов зверей. Монеты духа, необходимые для сундуков духа зверей, можно получить с помощью активностей и квестов. Дополнительные духовные звери автоматически преобразуются в 10 настроенных духовных камней. 8. Развернутые духи зверей могут быть настроены так, чтобы они появлялись на карте мира через настройки и будут сопровождать командиров в их путешествиях. 9. Сброс духа зверя вернет их на уровень 1 и вернет все руны экспириенса, потраченные на их повышение. Уровень духа зверя может быть сброшен 1 раз в 3 дня бесплатно. Во время периода перезарядки сброса командиры могут потратить 100 линари на сброс. Это все о правилах, теперь давайте поговорим о скиллах наших питомцев. Скиллы. На самом деле все 3 зверюги одинаковы по сути, но различаются по силе и крутости. Все достаточно просто. Итак, облачный лис. Нам выдается самый первый и самый слабый из пэтов. Облачный лис имеет 6595 единиц силы и дает возможность закастовать заклинание «Магические земли». Магические земли длятся 8 секунд, покрывая площадь 5 квадратов в диаметре. Все юниты в пределах досягаемости земель маны или магических земель получают дополнительную скорость атаки 35% и 35% к точности на следующем уровне. Также восстанавливает экспириенс, эквивалентный 1,5% от максимального здоровья каждую секунду. Штормовой лис. Второй по мощности питомец. Имеет уже 7786 единиц силы и набор из АБ значений. Активное заклинание. Магический лес. Магический лес длится 8 секунд, покрывая площадь 5 квадратов в диаметре. Все юниты в пределах досягаемости магического леса получают дополнительную 50% скорость атаки и 50% точность. На следующем уровне восстанавливают здоровье, эквивалентное 2% максимального здоровья каждую секунду. И третий, самый сильный на текущий момент питомец – призрачный лис. Имеет целых 9160 единиц силы и набор из самых мощных А значений на текущий момент. Сравните с 6595 единицами, разница на треть приблизительно. Активное заклинание «Магическая святыня». Магическая святыня длится 8 секунд, покрывая площадь 5 квадратов в диаметре. Все юниты в пределах досягаемости магической святыни получают дополнительную 60% скорость атаки и 60% точность. На следующем уровне восстанавливают HP, эквивалентный 3% максимального здоровья каждую секунду. Внимательные зрители наверняка заметили, что все 3 зверя различаются лишь названием. Просто их сила, статы и заклинания отличаются по мощности. По сути, они равны, повторюсь. Интерфейс. Теперь давайте немножко пробежимся по интерфейсу духовных зверей. Нажав на кнопку внизу «Забрать», мы сразу попадем в сундук, где можно за монетки покупать части пэтов. 3 большие кнопки слева переключают наших пэтов.
Вверху показана сила, значок самого пэта и его грейд. Значок вопроса открывает правила, которые мы только что перевели и прочитали. А в правом верхнем углу показаны атрибуты пэта: сила, магия, выносливость и вера. Обратите внимание на буквы. Они означают грейд пэтов. У первого пэта буквы B или B, у второго пополам B и A, а у третьего только A, самый высокий уровень. На самом деле самый высокий уровень S грейд, но его пока просто нет. Соответственно, буквам соответствуют цифры. У первого пэта по 5 единиц, у второго B и A 5 и 6 единиц, и у третьего все значения изначально выставлены на шестерку, А грейд. Нажав на значок, можно посмотреть на усиление, которое он дает. Перевода, как видите, пока нет, лишь частичный, но все это есть в правилах, которые мы уже рассмотрели. В средней правой части показано активное заклинание, которое может кастовать пэт. В самом низу правой области, рядом с кнопкой «Забрать», показано количество кусочков камней духовных зверей. Если количество достаточно для апгрейда пэта, кнопка «Призыв» становится активной. Можно нажимать и, соответственно, апгрейдить нашего товарища. Две большие одинаковые кнопки «Улучшить». Вполне возможно, что в будущих патчах это исправят и кнопки будут называться по-своему. Нажав на первую, мы попадаем в окно усиления, где за камни опыта можно повышать уровень вашего питомца. При улучшении производится повышение статов питомца. Грубо говоря, растет его левел. А вот кнопка рядом, хоть и имеет такое же название «Улучшить», занимается немного другим. Здесь производится апгрейд нашего питомца или повышение его звездности. Как видите, повышается звездность и резко, очень значительно возрастают показатели всех 4 значений питомца. Плюс усиливается его заклинание. Если нажать на кнопку «Разблокировать» в левом верхнем углу, открывается окно апгрейда, где за 6 кусочков камней питомца можно поднять его уровень. Кстати, в правилах написано 10. В верхнем правом углу расположилась кнопка наборов. Их 3 по количеству зверей. По аналогии с другими наборами их можно будет переключать в зависимости от ваших потребностей. И в самом углу верхней правой части кнопка камней. Точно так же, как и в драконии, и в мастерстве героев и так далее. Питомца, как и дракона и героев, можно сбросить. Раз в 3 дня. Сброс бесплатный. Если хотите сбросить раньше, придется заплатить 100 линарий. Прокачка или усиление питомца. Давайте немного прокачаем нашего питомца камнями, которые мы уже получили из лавки. Итак, заходим в инвентарь и открываем наборы и прокачиваем питомца. Как видите, повышается его уровень и, соответственно, статы: сила, магия, ловкость и вера. Где же достать камни для питомцев? Каждый день нам будет даваться одна бесплатная попытка. Все точно так же, как и с обычными сундуками. Неясно пока, будут ли эти попытки накапливаться, как в случае 3 сундуков. Будущее покажет. Это способ номер раз. Во-вторых, монетки для питомцев можно получить из ежедневных активностей. Как видите, они уже есть в сундуке. И уже за эти монеты покупать сундуки с камнями в лавке. Всего в день можно получить 30 монет. Это 3 сундука. В принципе, пока это не так уж и плохо. Вполне возможно, что на обычных серверах цифры будут отличаться, но на тестовых пока так. И в-третьих, как же мы без доната? Наборы камней можно получать и в лавке из наборов. Господа донаты, возрадуйтесь. Последний способ получения камней для питомцев из высокоуровневых ивентов, таких как Дорога Победы, Колизей и подобных. Наверняка и в других ивентах будет такая возможность. Питомец на карте мира игры. Как показать нашего питомца и заставить его сопровождать вас на карте? Очень просто. Заходим в настройки, левый верхний угол, нажимаем на картинку своего героя, персонаж, Spirit Beast, и в этой вкладке включаем, или, если не хотите, чтобы за вами бегал пэт, выключаем отображение. Если же включили, вас будет везде сопровождать жизнерадостный зверек с радужным шикарным хвостом. Бои с использованием способностей питомцев.
Питомец, как следует из правил, размещается на поле боя автоматически, не требует места и не может быть выбран в качестве цели врагами. Его роль – усиление всего вашего войска и каст заклинания. Кстати, питомца можно и не ставить, если его отключить. Среди ваших войск вы его не увидите, только в своем окне питомцев. Работает как на карте, так и в зеркале. Заклинание выбирается как обычно и имеет общий со всеми заклинаниями откат. Время отката достаточно длительное. Здесь, конечно, нужно уточнять. Исходя из описания скилла питомцев, следует, что скилл усиливает как друзей, так и врагов, что, конечно, странно. Видимо, в будущем патче это разъяснят. Может быть, разъяснят в факе. Вполне возможно, скилл питомца работает на усиление друзей и ослабление врагов, пока это не ясно и из боя непонятно. Усиливают ли его другие заклинания, например, фонари Враксия? Также нужно уточнять. Уточню. Еще одной интересной особенностью заклинания питомца является отсутствие границы дальности. То есть можно закастовать его хоть на край поля, ограничений нет, вообще нет. После боя можно посмотреть питомца как обычного героя или войска, но в таблице урона он не отображается. Соответственно, после боя в статистике полученного опыта он также не присутствует, так как прокачивается питомец отдельными камнями. Резюмируем. Ну что же, великолепная новость и великолепный подарок от разработчиков. Одного у них не отнять – работоспособность и умение находить новое в, казалось бы, обыденных вещах. Игра приобретает все более интересный и красивый вид. Система питомцев наверняка будет расширяться и улучшаться. Пока это нововведение, напоминаю, на тестовых серверах. Обновление будет, скорее всего, доступно на основных серверах в будущем патче в самое ближайшее время. Будем ждать и надеяться, что переводчики переведут патч полностью. 98% работы я только что сделал за них, причем безвозмездно. Да. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать другие интересные рассказы и видео. Не забывайте про Дзен канал, там также много интересного и полезного. Буду рад вас там видеть. У меня также есть YouTube канал по игре Fallout, заглядывайте. Оставайтесь на светлой стороне. Всем удачи и пока.